Добрый день, меня зовут Роман Филипенко, я являюсь техническим директором компании Time. И сегодня я бы хотел вам рассказать о том, как монтировать считыватели Matrix 2 или CP Z2L. Вот эти считыватели имеют вот такой вот вид, это Matrix 2, а вот так вот выглядит считыватель CP Z2L. Они используются в местах, где нам необходимо идентифицировать один или более предмет с учетом их порядка. Вот так вот выглядят эти считыватели. Ну, собственно, здесь в инструкции написано, что необходимо будет, для того, чтобы подключить этот датчик, необходимо будет спаять два провода, черный и синий. Они вот так вот легонечко скручиваются. И это будет провод, который отвечает за землю. Белый провод — это провод сигнальный. Вместе с этим считывателем идет инструкция в коробочке. Там, собственно, написано, зачем это нужно. Вот. И красный провод — это 12+, который также нужно залудить и подключить. Подключение осуществляется следующим образом. Земля — это черный плюс синий. Белый — это провод сигнальный. Красный — это 12+. Подключается в любую из клемм, где есть постоянно 12+. Либо на выходах, либо на шине питания и связи. Вот. Ну, вот этот датчик, он достаточно просто подключается. Сейчас я покажу, на примере, как подключается этот датчик. Он то же самое имеет землю, входной сигнал 12+, но он просто имеет клеммы. Вот. Как, собственно, все это спаивается. Необходимо, опять же, очистить изоляцию, снять, скрутить оплетку, зачистить оба проводочка и все это залудить. Здесь оплетка полностью вся запаивается. Пока греется паяльник, я сейчас возьму потолще какую-нибудь термоусадочку. Значит, здесь логика будет следующая. Мы вот оплетку берем и полностью насаживать термоусадку. Здесь нет необходимости делать переходничок, потому что здесь все удобно будет. Вот. Так, ну пока с другой стороны приготовим. Вот здесь вот придется немножко хитрости прибегнуть, потому что нам необходимо будет землю с сигналом подключить там, где входная группа у нас, а питание нужно притянуть будет в эту сторону. Поэтому здесь необходимо будет дважды нам сделать некий переходничок из кабеля МГТФ. Вот. Ну, для этого, опять же, нам нужно все это снять и залудить. Вот. Взять необходимо кабель МГТФ, какой-нибудь нормальной длины, чтобы он с легкостью дошел у нас от нашего провода КММ до 12+. Если у вас будет несколько считывателей, зачастую они 1, 2, 3, 5, вот, то все питания можно объединить с помощью вот такого ваговского клеммника. Он достаточно надежный, удобный. И вот, значит, сюда 5 разных проводочков. И один уже провод объединяет их все и вставляется вот в питание 12 вольт. Опять же, на схемах, где используется такой монтаж, там это все показано и нарисовано. Вот. Значит, паяльник у нас согрелся. Начинаем паять. Так. Берем термоусадочку по длине, смотрим на нее, лишнее обрезаем, чтобы все было хорошо. Вот теперь это все вот так вот делаем и
подключаем сюда. Как мы договорились заранее, у нас будет 12 плюс зеленый. Вкручиваем его сюда. Земля — это у нас оплетка, которая в термоусадке. Вот. Сделано для того, чтобы, ну, опять же, здесь не бахромилось никак и никто никого не замкнул. И белый кабель, типа белый, как всегда будет у нас сигнал играть. Вот. С другой стороны кабеля, где он подключает подключение к контроллеру, здесь необходимо сделать следующее. То есть опять мы берем это все, припаиваем. Значит, здесь нам необходимо сделать зеленый кабель, необходимо удлинить, чтобы он подошел у нас к питанию. Ну, вот здесь удлиним. А вот этот кабель, который земля, необходимо наоборот укоротить, и опять же через переходничок из МГТФ припаять. Это делается для того, чтобы удобно было в итоге монтировать этот кабель. Потому что засунуть оплетку всю, гарантирую, у вас, если получится, то как бы он в процессе монтажа он или выпадет, или замкнет где-нибудь что-нибудь. В общем, проблемы, сплошные проблемы будут. Вот. Берем термоусадочку маленькую какую-нибудь. И вот все вот эти моменты, где у нас возможно, мы берем наш клемничек, в него вставляем землю. Земля у нас нижняя часть. И вставляем сигнал. После того, как все вставили, обязательно необходимо с усилием это все дернуть, проверить, потому что иногда не встает кабель отверстие. Мы это все вставляем сюда и питание 12+ прикручиваем с этой стороны. Вот так вот выглядит монтаж считывателя. Если необходимо несколько считывателей, то здесь все точно так же. Плюсик сюда. Спасибо за внимание.